Всем привет из жаркого Бангладеша. Они настолько привыкшие к соли, что даже не чувствуют ее. Валейкум ассалам. Вот, что здесь, давай, ком. Ёп. Друзья, добро пожаловать в Бангладеш. И едем мы в рикше. Рикша вся зарешочена, потому что здесь очень часто воруют, выхватывают вещи. Это меры безопасности. И ими не стоит пренебрегать. Сегодня у меня в сопровождении 2 человека, потому что место, куда мы направляемся, сказали, там нужно быть осторожным. Могут вырвать сумку, телефон. Поэтому даже он побоялся и взял себе в помощь еще человека. Водитель сейчас рассказывал, что однажды, когда он ехал в трущобы, вот через ту решетку крючком его зацепили за шею. У него след он остался. Или через то он сказал. Тащили шею к этой, хотели вытащить деньги, чтобы он отдал. То есть его хотели крючком прижать, и чтобы он все, что есть у него, через решетку отдал. Так что вот так вот. В принципе, с одной стороны, это хорошо, что есть вот эти решетки. Вероятность того, что у тебя что-то украдут, минимальная. Потому что я когда в Индии катался, на светофорах особенно или в пробках, реально боишься и постоянно держишь все рюкзаки и все, что есть на тебе. Потому что дернуть могут 3 секунды. Опасно. А здесь ты себя чувствуешь в безопасности. Не могу заснять вот эту тетушку. Она меня аж напугала, короче. Подошла такая серьезная. Вот для этого и нужны решетки. My name is Shafia. My father name is Ghulam Mustafa. My mother name is Abdul. My name is Денис. My police station name is Dhaka. Abdul Bastian no nasa rakse. My first daughter name is Shahzadi Asparan Lucky. No. Master's Park, Gramin Abdul Bank this. officer. Abdul this. My second daughter name is Shahzadi Saida Rahman Happy. Leonas. Leonas У нее My что-то third daughter name is Shahzadi горлом. Tamina Rahman Joy. Увеличилась зоб. Abdullah. Вроде бы на месте. Это самые большие трущобы в Даке. Называются Карайдо. Прежде чем зайти в трущобу, мы зашли сначала к какому-то боссу. Что это такое? Мальчик маленький. В общем, там такой дяденька, килограмм 200 весом. То есть сначала у него добро взяли. Такие. Очень много мух. Очень много мух. Много женщин. Какие-то цеха, вот это, я так понимаю, кухоньки. Квартиры 3 на 3 квадратных метра. У всех выведенные плитки на улицу, чтобы не задыхаться. Внутри. Представляете, если сюда одному попасть, ты отсюда не выйдешь просто. Тебя съедят здесь.
что-то пошло не по плану. Что-то как-то агрессивно на нас отреагировали. Какое-то письмо просят. Заходим во вторую улицу. Здесь у них тоже есть такие смотрящие за трущобами. Можно их так назвать. Без которых вы здесь просто не пройдете. Как они здесь дышат, тут вообще дышать нечем. Здесь просто спертый запах. Воздух. Я в отеле окно не открыл, мне было душно уже. А здесь банановое дерево растет. В индийских трущобах пошире было. Здесь прям узкие такие проулочки. Очень узкие. И туалеты. Куда мы пришли? Блядь, что это такое? This river? Утки. Вон там. Это какое-то болото. Так что-то он не переводит там. Yes. Очень много детей здесь. Салам алейкум. Что я счешусь. Можно было бы сейчас детям дать по 10 таков, но если это начнешь делать, все это начнется веселье. Но здесь не пристают они, между прочим, как в Индии. Когда-то была река, теперь всего лишь канал. Окей. Эта река превратилась в канал. Здесь реально дышать нечем. Тут же по соседству большой дом. Самое интересное, что еще не сезон. Пока что 40-45 градусов на улице. То есть, когда будет полтос, будет намного веселее. Oh, around 2 kilometers. Говорит, что эти трущобы около 2 километров в длину. Богатая жизнь, через забор бедная жизнь. Самое интересное — это то, что нормально реагируют. То есть без всяких проблем не кидаются на тебя спокойно. Это даже неожиданно, если честно. Это душ, что ли, здесь. Be careful. Красота. Не провалиться бы. Просто ужас какой-то. Реально ужас. Так вот люди в таких условиях живут. Ну, виноват сам человек. Вот это откуда-то с тех домов вода выходит. То есть это по факту это что это? Это яма со всего города, сюда выходит с канализационных труб вот эти вот стоки. И люди живут вокруг этой жижи, разводят уток и не напрягаются. Запах здесь, конечно, не особо хороший. Тут же дерево. Здесь манго или кешью? Mango, right? You can see it. Дерево манго. Эти трущобы находятся в центре самого дорогого района Даки, Гульшан. Здесь вокруг очень дорогие дома. Вот откуда пополняется наше озеро. Сточная канализация городская. Вот так вот выглядит уже
Богатенький домик с дорогими тачками. По местным меркам-то дорогие. Я весь просто обливаюсь. Здесь влажность, как будто сезон дождей. Вот еще один сток в это озеро. Нет слов. Пусть говорит, он первый идет. Сейчас посмотрим его дом изнутри, как выглядит. Если нас пустят. Хотя женщины все сразу отворачиваются и уходят в сторону. Это хотя молодые. Мусульманская страна. 90% мусульмане, остальное там индуизм, христианство. Я как будто в другом измерении сейчас нахожусь. Просто вот нереально поверить, что такое вообще бывает. Но это факт. Просто как будто я на другой планете. Самое главное, что никто тебя не напрягает, что ты ходишь в шортах. В принципе, можно здесь и одеть как местный такую повязку, плащ на ноги. Мы сейчас идем к нему домой, к нашему проводнику. Блин. Интересно, свет здесь. This your home? Хотел сказать, нет электричества. Здесь очень душно, чтобы вы понимали. Вот этот вот металл накаляется. Хотя он есть. Working? Холодильник, швейная машинка, шкаф. Кухня где-то на улице. От этого идет сильный жар. Очень сильный жар. Люди вот так вот выживают. Ну, так как мусульмане, соответственно, какая-то картина и что-то там на арабском написано. Ну, наверное, какие-то цитаты из Корана. Здесь живет 7 человек. Мама, папа, бабушка и 4 детей. 4 детей. У меня остался стакан из Индии монет. Я раздал им детям. Они на них смотрят, не местные деньги, интересно. Попросил воды принести, мне принесли в какой-то бутылке. Не стал рисковать, еле выкружился. Неудобно было сказать, что я могу травануться, что я уже один раз сделал, поэтому тактично вышли из этой ситуации. Сейчас нам покажут вашрум. Стиральная комната. Или что это? Баня. А. Я понял. То есть вы здесь искупались? Вашрум. Ванная. Банан. Здесь вашрум? В общем, здесь 2 ванных комнаты. И отсюда вода сразу же утекает вместе с рисом в ту самую речку. И тут же сохнет белье. Детишки маленькие. Вот представьте себе 60 градусов. Вот здесь, мне кажется, столько. Вот так вот выглядит кухня. Смотрите, вот здесь стоит печка, чтобы в помещение не заходил жар. Его вытащили на улицу. Мальчик. Еще мальчик. Спросил, есть ли документы. No ID? No. National ID. They have national ID card. Вот так вот выглядит местный национальный ID-карт. Паспортов нету у людей. What is the name? Калам. А Калам говорит, что здесь живет около 5000 семей на этих 2 километрах.
У нас тут переводчик на переводчике. Мы друг друга переводим. В этой трущобе в основном живут те, кто занимается обслуживанием, в общем, обслуживающий персонал. И большая часть мужчин работает на рикшах. Средняя зарплата 500-600 така в день. Это где-то до 500 рублей, если брать в рублях. Это $5 в день зарплаты. В его семье это 5-6 долларов в день, а остальные семьи, он считается богатым, остальные семьи 2-3 доллара в день. Соответственно, и еда такая же, это рис, какие-то бобовые, скромнейшие. Мясо едят по праздникам. Получают ли здесь жители какую-либо помощь от государства? Государство помогает им в виде небольших денежных вознаграждений и продуктовой корзины. Но это бывает не так часто по каким-то праздникам. Обычно все эти праздники мусульманские, большие. There is a school here, so they are read here, studying. They are studying here. Несмотря на то, что они живут в трущобах, дети ходят в школу. Это уже радует, потому что кто-то из них сможет выбиться из этих трущоб. Основная еда, как я и догадывался, это рис, райс, vegetable и дешевая рыбка. Овощи, рис и дешевая рыба. No meat. No meat. It's expensive here. Мясо очень дорого. High, expensive. Покидаем эти трущобы. Естественно, все просто так не закончилось, а потом просто стали тупо выпытывать деньги. То есть, ты ему даешь, он говорит, нет, мало. Все начиналось так дружелюбно и красиво. Ну, это нормальное явление, я тоже понимаю. Гости, а не гость, тут не важно. Здесь каждый пытается хоть что-то ухватить. Сейчас как раз идем по району, где живут олигархи местные. Здесь очень дорогие квартиры. Допустим, если возьмем одну квартиру, она здесь стоит около $500 тысяч. Вот именно в этом апартаменте. И самое прикольное, что на балконе стоит газовый баллон, засаленный, сковорода, какой-то казанчик. То есть, несмотря на дорогое жилье, привычки остаются у людей. Только что проехала рикша, и там реально красивая девчонка сидела, она не укутана, ничего, губы красные. Ну, в реальности она симпатичная. И они такие на меня смотрят. У тебя, говорит, есть жена? Я говорю, есть. Ну, то есть ничего плохого, никаких плохих мыслей нет в это время в голове. Hello. Просто неожиданно увидеть среди всего этого красоту. Когда мы сюда бронировали место, нам из отеля написал хозяин или менеджер: вы можете, говорит, привезти алкоголь с duty-free в счет стоимости комнаты. Ну, как-то было неожиданно. Потом мы поменяли просто отель. И я сейчас как раз задал вопрос ребятам. Они говорят, так как здесь нелегальное спиртное, есть заведение, на данный момент это стоит $100 зайти, там безлимит на одного человека. Можно спокойно выпить. Просто это помещение будет закрыто. Не публичное, оно не афишируется. Но такие места здесь есть. В Даке. В других штатах, может быть, и нету, но в Даке есть, так как столица. How much? Total. Yes. Countless. В общем, у этого дома нет цены. Там в банке столько денег нет, сколько он больше. 1 billion. Around 1 billion. 1 миллион. $1 million. $1 миллион домик стоит. Это просто что-то. Мне кажется, здесь электриков никогда не увольняют, потому что он работает до конца своей жизни электриком. Потому что кто это прокладывает, он должен помнить, куда что. Вообще-то, в принципе, в Индии такая же система. В Таиланде такая же система. Здесь пешеходов не любят пропускать.
Удивительно, конечно. Вот здесь ощущается, что это богатый район. В этом районе живут дипломаты. Очень много. Ну и также вот человек уснул. Просто девушка телефон уронила. Очень много деревьев манго. Этот домик очень мощный, красивый. У меня вопрос. Для чего это сделали? Колючей проволокой, нержавеющий вот такой вот бортик покрыли. Ответ, чтобы не сидели. Не чтобы не украли, а чтобы не сидели. Только я отснял, чтобы никто не сидел. Вот этот парень вот здесь вот сидел и смеется. То есть их не пугает колючая проволока вообще. Поэтому приезжайте работать электриками в Даку. Так выглядит магазинчик через решетку. You want? Thank you. Thank you. Кола? No? Здесь сидят люди, поэтому власти ограждают их от сидения. Но они продолжают сидеть, no problem. Чтобы вы понимали, насколько здесь люди приветливые. It's a big no, so I'm giving it. There's no change. Они даже спрашивают, можно курить рядом с тобой? Я говорю, не проблема курить. Кто будет в Бангладеше, обязательно заказывайте вот такой напиток. Очень вкусный. Это местный спрайт, какой-то огуречный. Ну, цвет огурца у него. И очень приятный такой, типа мохито. এটা কি Слушай. কত রাইস কোনো এর থেকে রাখছে? Даже есть вот такие вот дома. И тут же рис. Ну, я такой рис запомню надолго. Hello. Ты Halim. Халим? Yeah, Bangladeshi local food. Вот от такого халима я чуть не умер. Прям реально отравился жестко, еле отошел. Только я что-то подобное съел. Это была курица с рисом. Я не придал значению тому, что на ней сидели мухи. Скорее всего, они как разносчики всякой заразы заставили меня заболеть. И я поймал какой-то ротавирус. Я как раз в тот день ехал на мотоцикле сзади. Мне стало настолько плохо, что я чуть не упал с мотоцикла. То есть мы остановились возле поста, и из меня все это полилось. Минус один день из моей жизни. Так что будьте бдительны здесь. Лучше, наверное, выбирать, если вы приехали в Бангладеш, заведение подороже. Или, я не знаю, что-то покупать в заводской упаковке в магазинах. Но это того не стоит. Лежать сутками в отеле. Здесь перейти дорогу — это весело. Нам нужно сейчас как-то сесть на автобус. Здесь у пешеходов нет никаких приоритетов. Это, скорее всего, команда по крикету, наверное. Cricketers. Ну да, я угадал. Cricketers. Индия, Пакистан, Афганистан. Это распространенная игра. Мне кажется, здесь спокойно можно одному путешествовать. Главное, чтобы это дневное время суток было и не нужно лазить по трущобам. И все будет хорошо у вас. Ребята куда-то меня ведут. Когда вы прилетаете, вы едете по этой улице сначала из аэропорта. И вам кажется, это не может быть, как так в Бангладеше так грязно.
Это первое мое впечатление, когда я по ней проехался. Я был тоже очень удивлен. Ну а потом все стало на свои места. Вот эти люди, они продают билеты на автобусы. И очень внимательно смотрят на меня. Сюда один за одним приезжают автобусы, и водители выходят с каким-то бланком, вот этим вот людям отдают, которые что-то фиксируют. Автобусы здесь как одноэтажные, так и двухэтажные попадаются. Всегда все открыто. Я себе уже не первый раз задаю вопрос, а бывает ли вообще в таких странах надзорный орган, как санэпидстанция? У меня такое ощущение, что его нету. Иначе здесь пришлось бы закрыть все. Рикша наша приехала. Мы едем еще в более удивительное место. Что-то он ругается. Я догадываюсь, почему он не захотел сажать к себе пассажира. И типа говорит, что вы перегрузили мою рикшу. Я сейчас просто охерел, реально. Нас автобус сейчас чуть не сбил. Реально, он зацепил нашу рикшу и продолжает сигналить. И водитель тоже такой на эмоциях не уступает автобусу. Представьте себе, что он... Я, конечно, в шоке немножко. Водитель как будто торопится на тот свет. Мы только что сейчас не зацепили другую рикшу просто на скорости. Теперь вы понимаете, почему здесь все автобусы убитые, вот такие вот зашпаклеванные. Они просто друг друга все цепляют здесь. Без проблем. А едем мы сейчас на знаменитый мост. Знаменит он мусором. Тут что случилось? Серьезное причем. С человеческими жертвами, скорее всего. Нас вот только что сейчас третья рикша чуть не перевернула. Я просто все время отключаю камеры и не успевает момент запечатлеть. Или водитель спать хочет, или что-то там происходит. Ну, очень опасное вождение. Даже они нервничают уже. Здесь автобус может остановиться в любом месте. Сплошная, двойная, в гору. Неважно. Клиент руку протянул, все. Пожелание. Будь осторожен. Be careful. Okay. Your baggage. Yes, okay. Я понял. Внимательно смотри за багажом, а то его вырвут. Очень опасное место. Держи, говорит, крепче камеру, сумку, штаны и шорты. Блин, как вот такое может быть в мусульманском мире? Запрещено же воровать. Как вот это? Конечно, для меня это дико, честно. Есть опыт нахождения в других мусульманских странах, там запрещено, это позорище. Автобусы похожи на вагоны, которые в концлагерь едут. That was the bridge here, over here. Даже не спускаясь к речке, идет жесткий смрад. Реки здесь все похожи. Это протухшие, черные, 12% плотности, как то самое пшеничное. Вот только какие-то растения тут плавающие. Больше ничего здесь нет.
Здесь не видно, чтобы какие-то шевеления были в воде, чтобы кто-то шевелился. Рыб здесь точно нет. Сейчас попробуем спуститься поближе к воде. Здесь реально вот уже страшновато становится. Тупо папайя растет. Здесь видно, кто-то живет. Или что-то делают здесь. Мальчик с игрушкой. Фиш-маркет? Фиш-маркет. Это... Я вот что-то в недоразумении в полном. От такого фиш-маркета, конечно. Там кто-то спит. Sleeping? Yes? No. Камни лежат. Yes? Там же камни лежат. Зато птиц много разных. Кто это там? Сука. Рики-тики-тави. Я только что увидел. This good place. Good place. Yes. И очень странно здесь течение, туда-сюда все плавает. Мы шли в другую сторону, все плыло. Сейчас в другую. Так вот, по поводу реки. Здесь ничего живого нет. Ничего живого. Я даже не могу себе представить, как ее можно, какими фильтрами очистить. Это растение еще и цветет. Здесь, скорее всего, рыбаки живут. Хотя я не пойму, где здесь рыба есть, чтобы ее ловить. Это, конечно, кошмар. Вот если отсюда посмотреть, видно рябь и мелкие пузырьки. Это река гниет. Она гниет изнутри. Вот эти вот газы выходят из ила. Очень захотелось перейти на другой берег. Оттуда посмотреть. Я как репортер хожу. Внимание привлекаем, но куда деться. Просил, кто живет на той стороне. Пацаны сказали, бедные люди и цыгане. Ну, это распространенная тема. Цыгане всегда живут возле воды. Но это тоже вода. Вот как раз про что я им говорил, туда-сюда вода гуляет. Или где-то что-то скинули, поток воды, увеличился уровень, и вода поехала. Спросил, для чего им лодки, оказывается, это не рыбачить, а просто они в них ночуют, это, так сказать, комнаты. Да, здесь как-то опасненько. Ну, настроя, отобьемся палкой, вон, штативом. Главное, чтобы с нами так же не сделали. Слушай, что-то он так это... Окей. Но здесь какие-то невменяемые они. Такие нагленькие. Ну да, они живут в лодках. Вон, смотрите, в этой лодке какие-то кастрюли. И даже вон санузел на воде. То есть там что-то плавучее. Вот это вот. No money. Pore. Сейчас малышу дашь, потом от тебя просто не отстанут. Да, они в лодках живут здесь. Они живут в лодках. Некоторые лодки новые, но почему-то они затонули. Здесь, получается, цыгане, мусульмане. Да, они в них живут. Это квартиры. Представляете, 24 часа спать в такой кроватке и дышать вот этим смрадом. Здесь душ. Здесь все моются. Женщина куда-то вон поплыла.
Я спросил у ребят, я говорю, здесь есть рыба? Да, говорит, но какая-то непонятная. Вот тоже чья-то квартира. А вот как раз этот пункт меня и очень интересовал. Зачем им чешуя? Что они с ней делают? Это рыбья чешуя, крупная рыба. This is the last here. Но здесь Don't go there. That is risky area. туда опасно вообще идти в ту сторону там. Это очаги маленькие. Какой-то сосуд железный или не железный. В общем, маленький очаг, на котором можно приготовить еду. Еще чешуя. Что же они с ней делают? Сейчас мы это узнаем. Мешок с чем-то и очень много мух. Похоже, там что-то такое съедобное для них. Это, скорее всего, какая-то, я не знаю, кладовая, может быть. Тут точно никто не спит. Здесь хранятся сосуды с водой. Ну, лодочки обыкновенные, наверное, для того, чтобы куда-то плавать. И еще такая особенность, так как это мусульманская страна, во время азана звучит, ну, азан звучит везде. Узнали, для чего это? Это все перетирается в муку и отдается на корм курице. Масджид? Right over there. Короче, нам подошел мужик какой-то, говорит, идите лучше отсюда. Что-то вы себя непонятно ведете. Поэтому лучше уйдем. Здесь какие-то они озлобленные прям. Я не знаю почему. Также здесь есть какой-то пруд. Но он тоже грязный. Здесь все грязное. Для местного населения это норма. Мне кажется, они и не знают, что может быть лучше, что может быть чище. Зато какие курочки красивые. Какие красивые курочки. Ладно, двигаемся отсюда подальше. Пока мы в этой речке не стали плавать. Запах очень сильный. Сильный, сильный, сильный. Не знаю, они вот вроде бы цыгане, но они отличаются, конечно. У них взгляд даже какой-то другой. Ничего не имею против цыган. Он, видите, как внимательно смотрит, поворачивается, когда кто-то мимо проходит. За моим телефоном, чтобы его не вырвали. Женщина спит. Местный мачо. Они темнее. Вот цыгане темнее здесь. Женская душевая. Они моются, получается, прям вот в этой одежде, не снимаясь. Я не знаю, потом в помещение, наверное, заходят и... Вот в этой коробке тоже живут люди. И вот здесь живут люди. Здесь какой-то рынок. Прям вдоль дороги. Ну, все то же самое, что и везде. А ну вот здесь вот есть курочка свежая. Продается с мухами. Здесь все в мухах. А вот тут у него она хранится, короче. Это курица. One second. Мои путешественники, коллеги недоумевают, куда я спускаюсь. Зачем тебе это нужно?
под мостом тоже кто-то живет. Хорошо, что в Пакистане не кремируют людей. Я не представляю, на что бы были похожи реки. Они сейчас непонятно на что похожи. Ну, смотрите, вот на фоне глины это просто что-то черное. Вон, видно, как сливается что-то в речку. Около 10 тысяч, а может быть и более предприятий, которые занимаются текстильной промышленностью, сливают мусор, грязь, воду в реки. В 1995 году государство попыталось обязать все эти предприятия поставить очистные сооружения, но, по-моему, никто ничего не поставил. Вон, женщина на той стороне что-то стирает в этой реке. Ближе к вечеру в таких местах нежелательно гулять. Ну, если на будущее. Ходите по модным улочкам лучше. Получается, по этому мосту идут и люди, и автобусы. Если один автобус идет, человек должен прижиматься. И поэтому все нет-нет оборачиваются назад. Нет ли там автобуса? Мне кажется, эта проблема мусора, она будет увеличиться по мере увеличения населения. Никуда от нее не деться. Так, это тамаринчики. What is it? Coconut? Not coconut. One type of fruits. Bell. Bengali name bell. It's called bell. Непонятный фрукт. Очень жесткий. Spicy. Спайси нам не надо. Да, ребята, похоже, здесь надолго. Если вытащили фонарики и лампочки, вот эта вот вся пыль, которая летит от дороги, она просто будет оседать на этих вещах. К утру слой в сантиметр. Не пойму, что это такое, но это какой-то сок. Что-то я его не хочу пить. Я передумал пить сок. То есть, когда он видит клиентов, вот этот вот зазывало, он бьет по автобусу, водитель слышит и останавливается. Как наш какой-то непонятный, вон тот автобус. Соки и нектары J7. Do you want to try it? No. Huh? Only bottle. Очень все плотненько здесь. Вот это вот конечка, да, получается, допустим, какая-то станция. Вот мусор валяется, и всем пофигу. How much? Мне кажется, здесь точно не знают слово ЖКХ. Дворники. Наш автобус. Ну и как обычно в Азии любят красные цвета. Хочется вытащить руку
careful, be careful. Окей, окей. Just Как все бегают из автобуса. Спросил, почему вы закрыли у меня окно. Ну, боятся, я понимаю, что почему в исламе у вас воруют. И он говорит, что некоторые мусульмане не придерживаются ислама, и у кого-то семейное обязательство, кто-то наркоман. То есть они в этом плане беспринципные, могут дернуть без всяких проблем. Я за последнюю неделю, вот сейчас передо мной сидит пассажир, и такой более-менее приятной туалетной водой побрызгался, и прям сидишь аж наслаждаешься, как много человеку надо. Я уже отвык от этих парфюмов здесь. Наконец начинают обелечивать. Но вот эти вот дядьки, которые работают зазывалами, это акулы. Я просто вот сейчас наблюдал картину. Наш автобус стоит и другой автобус. И вот такой же дядька на другом автобусе просит его пропусти, там типа нам нужнее сейчас. Болтал. Этот тоже стоит, начинает кричать. Он уже 5 раз в нашу сторону поворачивался и что-то кричит. Видно, не выдержал, пошел деньги собирать. Посмотрите, он должен запомнить, кто до какой станции едет, чтобы взять определенную сумму. Вот здесь вот прям пошел запах мусорки какой-то с улицы, сильный. Что-то гниет. Здесь желательно всегда обрабатывать руки нужно чем-то. Вот тот самый дядька. За троих он отдал 200. Это сколько получается у нас? Сейчас сдачи получит он, наверное. Ну где-то по 40 рублей, по 35. К таким странам нужно привыкнуть. Я до сих пор не привык. Интересно, красочно, пестро все. Но есть лимит по дням пребывания у меня. То есть через, например, я не знаю, 2-3 недели у меня начинается депрессия. Вот просто депрессия, хочется домой. Увидеть из окна родненькую сосенку. Очень много мечетей, но они небольшие, не выделяются сильно. Здесь, наверное, такой действует принцип: мечеть для молитвы, а не для красочности. Еще одна особенность: в Даке очень мощная дорожная развязка. Если сравнивать с Индией, дома, наверное, повыше здесь будут. И на вид покомфортнее. Я надеюсь, никто не допрыгнет до телефона. Здесь какая-то красота. Что здесь происходит? Непонятно. Какой-то праздник, что ли? Все красивые, нарядные. Здесь как будто другой Бангладеш. Не то, что я вам показываю. Девушки все опрятные, ухоженные, красивые.
На что не можешь не обратить внимания. आप तो lost it तो В национальных костюмах. Я заметил, что фотографируются все на фоне того, что нарисовано на асфальте. Какие-то узоры или символика какого-то праздника. То есть, наверное, и я там был, и мед пил. Очень много народу с той стороны. Там такая же история. Движение замедлено. Наконец-то мы приехали. Красные. Как-то бесшабашно здесь ездят водители. И очень быстро заставляют выгружаться. Блин, мы уже едем, а я еще не вылез. Шутки шутками. Как сказали местные ребята, это все были шуточки, то, что ты сейчас увидел. Сейчас мы едем в другое место, которое неподготовленный глаз не сильно радует. Ни в коем случае никакое непредвзятое отношение к этой стране. Факты. За ухом какой-то чири вылез. И ниже колена появилась сыпь. За ухом не смогу вам показать, конечно. А вот здесь вот прям вот какие-то прыщи пошли. Вроде бы в чистом отеле моешься по 3 раза в день. Заехали на платную дорогу, стоимость 100 така. И вдоль дороги было расположено очень много каких-то цехов по переработке дерева. И стоял парень, продавал манго. Вот за все время нахождения, которое здесь, я первый раз увидел манго. Просил: ребята, найдите меня, пожалуйста. Уже я похудел, потому что с едой реальная проблема. Может, кто-то скажет: да ты не по тем местам ходишь. Да я по разным местам ходил, но я мог есть с колена, с пола, с земли, там, с трубы. Здесь вот прям тяжело идет все это. Даже если это какое-то не прям уличное заведение. Поэтому хочется манго и стакан содовый. Как мало человеку надо. Позвонил жене, она мне говорит: я все прощу, возвращайся домой, как ты исхудал, бедненький. Продолжаем худеть. А name river? या बुरीगंगा Буриганга. Проезжаем речку Буриганга. Наверное, самая крупная река здесь получается. Кондиционеры, как обычно, работают в режиме покрыться инеем. Мне кажется, что если правильно вложиться в эту страну, то она сделает многие другие страны. Какой-то недооцененный потенциал. А может быть, это просто выгодно другим странам держать эту страну в таком состоянии. Может, дешевые человеческие ресурсы. Это очень выгодно. То есть одежда, которая здесь за 3 копейки делается, продается в Европе в сотни раз дороже. Дорогие бренды все здесь производятся, ну, практически все. Люди получают копейки за них. Выгодная позиция для кого-то. Мы кружим как соколы, не можем найти наш плейс. Он где-то рядом. Он где-то рядом. Здесь настолько все плотно расположено. Мне кажется, даже плотнее, чем в Индии. И народу больше. Пацаны пытаются найти какие-то фабрики. Они сейчас здесь находятся. Нам нужен результат деятельности фабрик, как я понял. Запечатлеть. Мечеть вижу. Мечети все как обычные здания. Не у всех видно купол.
Sadarghat, from terminal opposite. Мы едем, получается, например, кто-то берет рекламу, и весь дом зарисован তোরা আমি দেখাইলাম না в этой рекламе. Там была школа, потом какой-то цемент, вот еще что-то. চরমনের মধ্যে আসছি এটা বলছিলাম যে নৌকা দিয়ে যাবো এটা হইলো এটাই ওই তো Мусор вообще না সময় নৌকা দিয়া абсолютно নৌকা দিয়া везде. Он смотрит на вас. এই তো জকার গাছ হ্যাঁ জগা তো কালকে ঘুরিয়ে এলাম এই নেই И она тоже. И вон кто-то с оружием. আমি ভাবছিলাম তো কালকে যে নৌকাতে পারছি আজকে গাড়িতে সরাসরি Хочется открыть стекло, конечно, через... Не через грязное стекло снимать, но нельзя. Нельзя. Только и слышишь be careful, be careful. Ведь вообще твоя жизнь это be careful. Ну все, мы приехали. Thanks, my friend. I know. Orange from China. Свежий виноградик. Мандарины из Китая. Я хотел что-то яблоко взять, передумал. Здесь что-то отбирают. Выбирают хороший, плохой. Перекресток 9 дорог. Всегда одна и та же движуха везде. Здесь какое-то кафе. Что-то вкусное едят. Но мы не хотим есть. Зато здесь дешевая медицина. Здесь дешевые медицинские препараты. Даже дешевле, чем в Индии. Здесь за 3 копейки можно вылечиться. На это и рассчитано. Какие-то булочки. Ремонтная мастерская. Немножко мусора. Цветы. Собачка отдыхает. Собачка не отдыхает. Следит она. Или как это? Чертит. Нет, чертит. 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 Козы привязанные. Любят здесь коз. Я не знаю почему. Наверное, баран плохо здесь живет. Приживается. Это лавка овощная. Видите, слово он сказал ко, это что-то разное. Вот эти вот большие здания, это цеха, где шьется Nike, Адик, Puma, Reebok. Может быть не оригинал, но копии. Но здесь все шьют. Вот он. Видно, здесь это уже тоннами продается все. Вот вы можете. Окей. То есть вы здесь можете закупаться и отправлять в свою страну. И все это очень дешево стоит. Просто тем, кому это нужно, сюда нужно приезжать на неделю. Hello. И уделить прям внимание этому моменту. А лучше, конечно, найти человека, заплатить ему денег. Да, здесь цеха. Здесь видно, что цеха. Везде. Какие-то палочки. Траву продают. Это вообще... green vegetable green vegetable Green cucumber? cucumber right cucumber То есть здесь даже траву от огурцов продают. Базилик, тыква, помидорки. How much tomato? 1 kilo. 1 কেজি কত 40 টাকা 40 টাকা not good Not good. 40 така. Ну, в рублях это 35 рублей. Говорят, что это нехорошее.
такие на поджарочку. Может мне майки здесь купить себе? А то жена говорит постоянно, ты все экономишь для семьи, жертвуешь собой. Надо раскошелиться на 2 майки. Здесь видно мечеть какая-то или столовая. Ну, наверное, столовая все-таки. Слишком много еды на фотках для мечети. No, thanks. Camel আছে? লাকি আছে? লাকি আছে? আছে লাকি। সাধারণ খান Why big? সাধারণ এটা সাদা Все, thanks. Thanks. Большой ноготь у него. Он им что-то режет, может быть, или ковыряется. Мы встали, и все встали здесь, смотрите, сразу. Сразу здесь толпа образовалась. Белое лицо. И вот как раз, смотрите, он этот орех со всей вот этой массы съел. И потом берет вот эту штуку, она, скорее всего, усваивает, помогает всасываться табаку быстрее. И я, похоже, догадываюсь, куда мы идем. Мне хочется сказать, это полный. Реально. Я уже вижу отсюда. Вот что получается, когда ты зарабатываешь деньги, но не на своей территории. То есть чужую территорию можно ее ушатать полностью. Это кошмар. Это просто кошмар. Видите, это вся улица, это тоже фабрики. Вот, что здесь, давай, ком. А, бля. This is not good place. Вот они, фабрики. Все это скидывается сюда. Это вообще река. Это река, бывшая, бывшая. Я не знаю, когда она становится полноводной. Может быть, никогда. Все люди скидывают сюда вниз. That bridge, the factory. Здесь просто, вот смотрите, вот работает фабрика, и тут же в окно все это скидывается. Потом зачем это убирать? Это, ну, просто можно поджечь, и все. Круто. Нет слов. Какой-то дяденька что-то собирает, мусор. Ребята подошли какие-то. Ком? Видно, деньги просят. Результат текстильной промышленности. Блядь. Да, здесь, если в дыму дернут телефон и не заметишь, что его дернули. Дядьки просто здесь продают что-то. Ёп. И хочется только материться. Материться. Ну, смотрите, там парикмахерские, какие-то простыни. Что он там делает? Склады. Здесь видно, он цех даже горел.
Мусорные реки. Factory, Nike and Reebok factory here. Я не знаю, что сказать. Я просто... River, в Вене. plastic river, garbage river. Garbage river. This big garbage river. Ё. Ну, я не знаю, все, у меня нет слов. Давайте остановимся. Фиксатор натрия. I want lift here. Yeah, live here. Yes, rent room. Me. Oh, One month. Тут за месяц покроешься говном. Там что-то полилось. В воду в реку подают. Откуда только непонятно, с каких этажей сверху. Видно, там где-то наполнилось. Nice. What come from? Russia. Russia. Сети ставить на карася. Если бы мой дед матершинник сейчас эту речку увидел, он бы вспомнил всех на свете. Только мой дед мог искусно выругнуться. Ругнуться. Не, ну это трешак, конечно. Это... Спускаемся вниз. И что это такое? Тут тонет что-то под ногами все. Здесь вот люди живут. Живут и кайфуют. Hello. Ну, сколько мух там. Вот это река. Широка река, глубока река. Не доплыть и волос. Set the camera from here. This good place for camera, yes? Место здесь отличное, люди здесь хорошие, но очень сильно пахнет и очень много мух. Мух, наверное, даже больше, чем в центре Даки. Здесь очень много мух. Я вот пока снимал на большую камеру, они прям, можно сказать, лезут в объектив на кнопку записи. То есть мухи здесь, мне кажется, живут круглый год. Ежедневно люди переходят вот эту речку-вонючку, мусорную речку. Эти все ребята просто встали посмотреть. И вот пока вот здесь 20 минут стоял, снимал, они здесь встали и все просто смотрят на меня. Уходим отсюда. А кто-то из вас заходит в Adidas, покупает себе кроссовочки, даже не понимает, какой ценой для этой страны они обходятся. Что-то я в мокрое наступил. Знайте, каждая новая маечка Adidas вносит свою лепту в виде маленькой ниточки в эту речку-вонючку. Ну что сказать. Наверное, все-таки местные власти тоже в этом виноваты. Мне так кажется. Джинсы стоят 2 бакса. 2 бакса стоят джинсы. 200 рублей. Обращайтесь. Обращайтесь. Ваш гид по Бангладешу. Денис собственной персоной.
Там кто-то забежал. Мышка. Размером с утюг. Все дружелюбные. Здесь вот можно прям смело одному ходить и не бояться. Это не Афганистан, это не... даже не знаю, какая страна сравнить. Вот если вы идете днем, не бойтесь никого. Сразу видно, что это какие-то фабрики, потому что это все охлаждать нужно. Объемы большие. Вот еще мостик через речку. Ой, какая тут речка. Сегодня все закрыто, потому что выходной день. В обычно рабочие дни все это дело открывается. Сегодня работают единицы. Вот смотрите, вот, чтобы вы понимали, сколько там этих точек здесь. То есть это огромный длинный коридор. И таких здесь тысячи. Все спрашивают, откуда я. Вот. Здесь много-много этажей. Muslim Collection. Выходим к какой-то речке. Смотрите, как красиво привязали лодки. Ну, реально красиво. Дяденька с солнечной батареей сидит под зонтиком в лодке. Мы сейчас поплывем на ту сторону. Здесь наш? Так, оп, не наступаем на это. Мы чуть не уплыли. Вода прям воняет. Я, говорит, словил клиентов. Вы придумали бы какие-нибудь стулья? Sit down. Sit down. Моя любимая стихия — вода. Похоже, не судьба сегодня майку купить. Все закрыто. Ну, она пахнет. Ничего. Вот даже не могу соврать, что не пахнет. Пахнет. Она тухлая вода. Вода здесь протухла. Вот что человек может сотворить с природой. Когда-нибудь природа отдаст все это обратно человеку в виде катаклизмы. Или какой-нибудь ЧП. Водитель какой-то суровый у нас. Посмотрите, вот получается здесь сколько фабрик много находится, да? Все они подкрашивают вещи. Все это дело, естественно, сливается сюда, в речку. Капитан Каталкин. Ой, что-то волны пошли.
Мне не столько страшно утонуть, сколько перевернуться в этом говне, плыть с камерой. Вот это страшно для меня будет. বাহ Плавать мы умеем, না আমি তো ওই ইয়াতে গেছি এমন হয়েছে технику жалко. ওই যে ওই ইয়াতে গেলাম না নারায়ণগঞ্জ কি কত সুন্দর এটা আরো আড়াই Это круизные лайнеры. Меня мои друзья сопровождают уже 3-й день. Я им подкидываю, естественно, денежка. Бесплатно здесь никто ничего не будет делать. Но без них бы было здесь тяжеловато, конечно. Всем привет из жаркого Бангладеша. Я со своими друзьями еду на производство кожаных вещей. Ну, как мне объяснили, по крайней мере. То есть едем в цех переработки кожи. Ну, очень хочется посмотреть. Сегодня жарко, 43 градуса и плюс влажность большая. Мокнут даже местные, не то что я. লেদার গড লেদার Мы, наверное, приехали. Похоже. Здесь приемка, я так понимаю, приемка шкур. Козы, барашки. গড এটা কি এটা কিসের গড Козы, только козы. দ্যাট ইজ দ্য কাউ И коровы. И коровы. Пахнет, знаете, здесь чем? Каким-то кисломолочным продуктом. Вот такой запах спертый. Своеобразный. Зашли к хозяину, и вот он показывает, какие вещи здесь делают. Здесь они сами готовят эту кожу и красят ее. В общем, все сопутствующие процессы происходят с краской. Он говорит, что в Россию забирают отсюда рулонами, брикетами, я не знаю, как это выглядит. Кто-то забирает готовую продукцию, кто-то ее шьет здесь и забирает уже пошитую. Метр выделанной кожи стоит, по-моему, $1,5, а доставка 1 метра, вот такой вот лист, метр, стоит 5 така, 4 рубля. 4 рубля будет стоить доставка 1 листа, метр на метр, из Бангладеша в Россию. Все, узнал все. Заказывайте, шейте. То есть любую кожу здесь, любая толщина, любая текстура, цвет, какой вам нужно, без проблем. То есть, все. Настраивайте станки. Это настоящая кожа. Индия точно так же отсюда закупает кожу, шьет куртки, и получается эти же куртки кожные в Россию идут по এত আসছে না আরেকটু স্পিডে যান মানে এত слегка завышенной цене, и потом все это перепродается в 10 раз дороже. Сейчас мы вот едем, получается, здесь все принимают кожу. যান যান আরেকটু স্পিডে যান 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 আর স্পিডে যান 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 এই স্পিডে যান Очень много козлятины, очень много. Если у вас есть свой цех, я не знаю, мне кажется, на куртку 2 квадратных метра этого достаточно, чтобы сшить, если у вас есть оборудование. Вот получается 250 рублей с доставкой вместе в Россию, 2 квадратных метра готовой выделанной кожи к пошиву. Это не так дорого. Часть краски, которая подкрашивает вещи, кожу, изготавливается здесь, в Бангладеше. А дорогая краска привозится, ну, например, дорогих брендов из-за границы, чтобы они могли распространять ее на другие бренды, эту краску. То есть ее привозят.
По факту Бангладеш это одна большая фабрика текстильная. Я не могу понять, вроде здесь мусульмане, почему баранину мало едят? Или, скорее всего, барану тяжело здесь жить из-за густой шерсти, поэтому очень мало. В основном коза. Или коза здесь, козлятина вкуснее. Скорее всего, из-за погоды, я думаю, климатические условия. Главный фактор – отсутствие барашков. Ну, это все заводы. Заводы, цеха. По факту здесь должны крутиться просто огромные деньги, но они здесь почему-то незаметны. При таких объемах, при таких оборотах здесь все должно быть покрыто золотом, по идее. Но все это куда-то уходит. Остановились еще возле одного цеха, но здесь видно, вот, что какие-то куски отрезают, опять перебирают кожу, видно какие-то центрифуги, барабаны, скорее всего там это или моется, или красится, или чисто что-то делается. Но здесь, похоже, полный цикл, потому что он там видно, как она выпрямляется уже, кожа спрессованная лежит. Вот что ребята делают. Отрезают вот эти вот концы ненужные. Это где рожки, ножки, грудки, сиськи. Вот те самые барабаны, где все красится. Смотрите, какие объемы здесь просто. Какие здесь объемы. У них, похоже, перерыв. Здесь уже вот не крашеная кожа, она выделана, ее осталось только покрасить, ну и, наверное, разровнять. Да, вот она кожа, реально кожа, она очень влажная. Она готова, наверное, к дальнейшей покраске. Блин, насколько здесь обесценена человеческая работа, просто за 3 копейки все это. কত ফুট রাখা আছে আপনার ধরুন আমারটা আমি কিছুদিন আগে বানাইছি 42 স্কয়ার ফিট 42 স্কয়ার ফিট 42 square feet to make a one jacket. Окей. আপনি এরকম 42 42. 42 স্কয়ার 42 метр. স্কয়ার ফিট 1,5 метра нужно на одну куртку. Прям толстая, очень толстая. Это, наверное, говядина из коровы сделана. Они настолько привыкшие к соли, что даже не чувствуют ее. Здесь находятся китайские заводики по переработке кожи. То есть продукция уходит потом в Китай. А из Китая приходит к нам в Россию и во многие другие страны. Цех по переработке остатков той кожи, которые отрезали в другом месте. То есть эти куски сюда приезжают. Точно так же через центрифугу обрабатываются. И вот женщины сидят, перебирают. Зарплата у них 12 тысяч така в месяц. Shading machine. 12 тысяч так, это где-то 11 тысяч рублей. Из этих кусков будут шить небольшие какие-то вещи, то есть, ну, перчатки, например. Вот те самые центрифуги. Кто-то из вас носит кожаные перчаточки и даже не думает, откуда они приехали.
Барабаны, между прочим, деревянные. Что внутри находится? Блин. Внутри ничего не находится. Какая-то смесь химическая. Вот еще один аппарат. Непонятно, что на нем делают. Я догадался сам. Кожу пропускает вот через вот этот вот привод, и все неровности снимаются с него. Да, то есть делается одна толщина. Например, вот такая вот. Вот она, одной толщины эта кожа. И едем дальше. Я только сейчас почувствовал, какой здесь запах стоит. Запах скотного двора. Вон индюшки кто-то выращивает. Кто-то любит индюшатину. Еще один большой цех проехали. Ну, как вы думаете, какие последствия всех этих цехов здесь? Я не удивлюсь, если где-то здесь река есть. Вот прям у меня такое предчувствие. Тут же находится мусорка. Это все кожа. Куда-то мы приехали. Мне хотят показать мусорку. Большая мусорка. Это все кожа. Кожа, кожа, кожа. Ну, в принципе, кожа это органика. Вот единственная проблема то, что вот все вот эти красители, химобработка, это не органика. Это проблема большая, конечно. Здесь тысячи тонн, миллионы тонн, наверное, всего этого добра находится. Вот чем отличается Бангладеш от других, наверное, стран, от развитых, то, что такого нету. То есть тут же производят, и производят не для себя, в принципе. Там малая часть только для своей страны останется, остальное все идет на экспорт. Здесь только останется мусор. Договорились, вроде нас сюда запустили. Ну. Вдаваться не будем в подробности, что тут происходит, но пропускают кожу. Через какой-то пресс, может быть. Ну, там тоже срезается часть, все, я понял. Опять же, кожа подравнивается по толщине. Очень много пунктов обработки кожи. Здесь тоже то же самое. Привозят кожу в конце цеха. Красят, чистят, режут. Вот смотрите, он проверяет толщину кожи специальным аппаратом, чтобы соответствовало. Все лишнее отрезается, выкидывается. Мне чем нравятся эти страны, им вообще пофигу. Они тебя запускают куда угодно. Да, смотри, не парят. Нету дурных мыслей в голове у людей. Так, ну вот еще телегу привезли кожи. Но это не выделано, она, видите, толстая, грубая, сырая. Он кричит, чтобы лифт отпустил вниз.
Здесь кнопка, наверное, не работает. Вот это объемы. Вот это объемы. Лифт у нас приехал. Лифтер. What is your name? नाम क्या अपना? राहुल. Рахуль. Рахуль лифтер. Лифт драйвер. Лифтмен. I am Masood, electrician, maintenance. Electrician. Maintenance. Так, это какой-то, я не помню, второй или... А вот уже готовая кожа. Или не готовая. Hello. Да, это готовая уже. Красивая такая идет, чистенькая. এটা কি সেকেন্ড স্টেপ It's the second step of making. Milling the mal shop করার জন্য, এই যে mal shop, please. Shop করার জন্য, Этот аппарат делает кожу мягкой. shop করার জন্য, Это реальная кожа, блин. shop করার জন্য এটা milling the- এটাতে কি তৈরি করা হবে? Просто уже даже непривычно, что есть кожа. Обычно кожзаменитель идет у нас на рынке. Поэтому From this, you have to make, you can make jacket, bag, shoes, everything. для курток. Тоненькие курточки. Вот непонятно, что это такое. Это конвейер вообще. Это конвейер. Все, я понял. Думаешь, стол куда-то едет. Китайское оборудование здесь. Блин, в принципе. Дешевая рабочая сила. And it's finished. This is last stage, final stage. Здесь красят кожу. Вот этот аппарат, он распыляет, получается. Ну. Так, ну здесь покрасили. Наверное, скорее всего, сушка. А там уже, наверное, готовая продукция идет. Hello. Да, она горячая. Чей-то кожаный салон в машине. Good. Это грубая, прям, вот реально грубая кожа такая. Это тоже грубоватая. Это мягкая. Оказывается, эти палки нужны, чтобы потом подвешивать кожу и вот так сушить. Если здесь просто висит все это дело, то как раз ниже этажом был конвейер. Там все это двигалось. ওগুলো সাইড কাটাবো আর কি। Здесь даже мечеть есть на заводе, чтобы не пропускали. Он не хочет нас вести. Услышал. То есть он постоянно находится в лифте и
по первому крику Cargo lift. сразу приезжает. Нормально такая работа. Он контролирует, сколько подняться. Четко все. Прощай, кожевенный цех. Часть кожи, по-моему, едет даже из Индии сюда. Не выделанной. И делают ее здесь. Получается полный цикл вот, в трехэтажном здании. От приемки соленой кожи до пошива, до готовой покрашенной кожи. Таких мест по переработке кожи в Бангладеше 1000. Это один из сотен микрорайонов. Поэтому приходится только ходить с открытым ртом и удивляться. Едем через деревню. Очень много всевозможных растений. Все растет. Бананы. Кокосов не видел. Вот что-то вот это вот. Кукуруза. Много папайи попадается. Это вдоль дороги просто растет. Сельское хозяйство здесь, конечно, очень мощное. Я себя поймал на мысли, что здесь мало попрошаек. Если сравнивать с Индией, реально мало. За все время раз 5 спросили. Хорошо, если спросили. Называется «Приехали». Мост с односторонним движением. Выйду я с моста, из тележки из этой. Пусть они едут. Прогуляемся. Мужики вон купаются. И бабушки тоже. Здесь куда-то качают воду. Река. Hello! Так, не дали нам прогуляться. Там что-то сушат или грядки делают. Грядки делают. Внизу рис. На встречку опасно вытаскивать голову. Это очень длинная деревня. Уже минут 25 по ней едем. Здесь почему-то все реки зарастают кувшинкой. Очень много этой кувшинки. То есть, несмотря на то, что реки убитые, она все равно очень живучая. Мне только один пункт непонятен. Столько кожи, но столько мало мяса. То есть мясо практически, мне кажется, никто не ест, кроме курицы. Понимаете? То есть кожа везется 100% из других стран сюда на переделку. Из других это Индия. Потому что на протяжении 2 недель я не вижу мяса. В одном месте видел, козлятину продавали. Курица полно ее, без проблем. За 350 така мы уже месяц едем. У меня такое ощущение, да, дорога бесконечная. Деревни, 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 деревни.
Очень много банановых деревьев. Очень много. Но я до сих пор не попробовал банан местные. Ананасы просто бомбические здесь. Сегодня не выдержал, купил пакет с ананасами. Просто зашел один съел целиком. Сладкий, даже середина мягкая. То есть вот этот ствол, он мягкий. Вкусный ананас. Даже после ананаса хочется воды попить, он настолько сахарный. Климат особый. Мой плоский юмор, даже здесь к нему относятся нормально, адекватно вот эти ребята. То есть, несмотря на то, что это мусульманская страна такая, жесткая, не будем говорить, ну, все равно юморят, добродушный народ. Между собой будут ругаться жестко, к гостю относятся очень хорошо. Я им говорю, мы будем сегодня есть попугаев с луком, они так на меня посмотрели. Ну мы, говорит, тебе можем приготовить, если ты хочешь. Все что угодно. Смотришь, сколько здесь мужского населения, и такое ощущение складывается, что в каждой семье всегда рождается больше мальчиков. Очень много мужчин, везде. Везде, везде, везде. Переработка сахарного тростника. Ну, это на сок продается, его сюда привозят. Солому забирают скотине, выжатую. А вот эти стебли продаются во все эти лавочки. Еще какой-то большой рынок. It's a vegetable market. Vegetable market. Овощной рынок. Разговоры у бизнесменов. А вот он, крытый рынок. Гусиные, куриные, утиные. Разговоры у бизнесменов в Бангладеше фурами, кораблями. Это действительно так. Здесь это не мем, не прикол. Ну и как обычно по традиции, все должно быть чисто. Но только не здесь. Сейчас просто некогда останавливаться. У меня, конечно, глаза сейчас чуть туда обратно не закатились. Увидел банановый рынок, вернее, рынок он один, а банановые ряды. Километр в длину, с двух сторон, все это в бананах. Тонны бананов. Даже не тонны, сотни тонн бананов. Только в этой части города. Kinekar. Kinekar. Что? Что-то он делает. Не задерживай, говорит. Ну и как обычно, река. Без рыбы. Не можем найти, куда идти нам. Мы сами запутались. Хоть мы и местные. Какой-то из мексиканской мафии. Видите, как он сразу внимательно смотрит, чтобы тот не дернул телефон. Бананчики. Какой-то черный квартал тоже. Вот. Там тоже производство этой кожи. Смотрите, вот как раз все это добро. Там сушат кожу, они красят ее. Вот. Это уже частные предприятия. Small factory, yes? Как no factory? У меня просто слов нет, конечно. Там маленькие цеха, там вручную все это дело делается. Или маленькими барабанами. Что-то разговаривает. Yes, sir. Все это просто в реку выливается. Маленькие ручейки сойдутся в большой. Здесь тоже какие-то цеха.
Цеха. Какие-то ящики. Без остановки все льется. Еще и живут люди, и работают все вместе. Какие-то клетки прям маленькие. Очередные трущобы. Все льется вот без остановки. Ну, для любой квартиры это нетипичный объем, согласитесь, чтобы столько сливалось постоянно. Ё-моё. Ну, пацаны подтвердили, это был старый район кожевенной промышленности. И сейчас он переместился именно в то место, где мы были в начале нашего видео. Но все равно маленькие аппаратики остались. Такое кустарное производство, оно есть. Старая мануфактура, старый завод. Здесь попрохладнее прям. А холод выходит из зданий. Короче, one day минус 1 кило. Максимум движения, максимум воды. Минимум еды. Потому что с едой здесь не особо. Не очень. Привычная для меня еда, ее здесь нету. Такой, честно скажу, скудноватый выбор еды здесь. Вкусно, но скудновато. Старая мечеть. Вот здесь как раз вот в этом районе, где мы ходим, всевозможные лавочки, кожаная одежда, кожаная обувь. Здесь кожаная обувь. Так, какие же мне понравились? Вот эти кожаные сандалии, это вот прям чистая кожа, тут не может быть сомнений. Стоит 1200 така, ну это где-то 1100 рублей. Если вы берете оптом 100 штук вот таких, то вам их дадут за 850 така, за 700, можно за 800 договориться. То есть, чем больше партия, тем больше прогиб. Такие мокасины можно купить оптом по 800 така. Если берете 100 штук, это натуральная кожа. Ну, то есть модели вот можете выбирать, какие вам угодно. Это все натуральная кожа. Просто 700-800 рублей, представляете? У нас такие минимум, я не знаю, 5000 надо стоить. А что больше. Давно цену не смотрел. Как нам сейчас объясняют, не сезон. Сейчас не сезон, только, похоже, успеем увидеть кожаную обувь. Очень много всевозможных. Большинство закрытых магазинов, потому что выходной день. А так здесь рабочие места. Все это работает. Большой выбор, большой. Осталось узнать, сколько стоит эта доставка обуви. Выбирай не хочу. God, from God. Кожаные куртки какие-то. А, все, я понял. Как на рисунке. Так, еще. Ну, сейчас не сезон просто. Ну да, это кожа. Original. How much? How much? পাইকারি নিলে কত পাইকারি মানে দুইটাই বলেন, দুইটাই আমাদের জানা দরকার। এটা হলো আপনার 8000 আর এটা হলো 7500। যদি পাইকারি নেই তাহলে 500 পিস 200 পিস এত কোয়ান্টিটি দেওয়া পারবো না, তো শীতের মধ্যে এগুলো বানাই। আচ্ছা, এটা 100 পিস ধরেন মানে এক দুইটা হইলে আমি দিই। আচ্ছা, এটা হোলসেল কত বেচেন ওটা বলেন। হোলসেল এগুলো হলো আপনার 7.5 আর এটা 7। 7500 টাকা। 7500. 7, 6 или 5. Это дорого, на самом деле. Он просто увидел, мы... ডিজাইন
ডিজাইনিং This design, হ্যাঁ ডিজাইন এগুলো এক্সপোর্ট this design, হ্যাঁ আছে আছে এই যে my friend, আপ দেখিয়ে this not good, নোটবুক not good. সিঁড়িটার কথা কইতাছে ভাই সিলির কথা বলছি। Это дешевый пошив какой-то. This not good, my friend. Expensive, this model. Приезжать сюда нужно в рабочие дни. Все вот эти вот улицы состоят из лавочек. Все они открываются. Market is, you will find, but not Продают внутри, могут шить их. Дальше искать не будем, потому что уже голова просто кипит. Они уже жалуются, хотят домой. Ну реально сегодня жарко, даже для местных. Поэтому уходим. Обувь на самом деле дешевая, очень дешевая. Для кожи за 800 рублей. Тут вы- Ком? Yes. কি বলবো street food? 1000 рублей максимальная цена на обувь. 1000 рублей. Это чистая кожа, отличного качества, хорошо прошитая. Вам стоит сюда приехать. Пока ждем, зашли еще в один магазин. 1300. This how much? Same price, same product. Одинаковая цена. টাকা in 1300. Ну это где-то 1200, это розничная цена. Ну, просто нужно ходить по магазинам, выбирать красивые модели. 1200 местных денег стоят такие сандали. Ну, плюс-минус, короче, все возле 1000 рублей. Все это кожа. হোলসেলের জন্য এই তথ্যটা আমি নিয়ে তারপর Какие бы себе взять? Даже не знаю. এটা হচ্ছে 2300 টাকা। Какая-то подошва очень интересная. Но вот эти вот самые дорогие получаются по 2000. Где-то 2000 рублей, 20 баксов. У этих очень мягкая какая-то подошва, непонятная. Также, если вы будете в Бангладеше, знайте, что здесь самая топовая, ну, не то что самая топовая, самая крутая фирма считается Bata. Это, по-моему, канадцы выкупили и продают по всему миру эту обувь. Очень хорошего качества. До 3000 така можно купить хорошие кроссовки. Реально хорошего качества. Это не абы-кабы сделано. Это шов, строчка, подошва, материал, вес, краска. Все вместе. Приехало такси. Они говорят, иди садись. В это время кто-то из магазина выкидывает пакет с гороховой кашей, и, ну, они не смотрят, просто выкидывают. Я в это время наступаю в эту гороховую кашу. Денис, гороховая каша.